iPhone, как много в этом слове. И для тех, кто не может жить без яблока в руках, а денег на него нет, китайцы начали продавать данные оригинальные девайсы по минимальным ценам. И когда я этот телефон заказывал, то уже знал, что это приличная такая русская рулетка. А сейчас вы узнаете, повезло мне с ней или нет. Tube 478, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только ультрабыстрые обзоры, долгие стримы и розыгрыш 5 фитнес-браслетов ежемесячно. За лайк, подписку и комментарий к любому из видео. Разыгрываю онлайн рандомайзером. Стримы сохраняю. И сегодня я расскажу вам о своей первой покупке айфона с Алиэкспресса. Для начала, само собой, данный телефон можно купить в магазине. Но проблема обычно в двух вещах. Это цена и гарантия. Если почитать отзывы на Алиэкспрессе, можно прийти к выводу, что брака в этих восстановленных девайсах хватает. Хотя его иногда сложно определить. Например, экран может быть немного более тусклым. Или телефон будет иметь батарею с ресурсом менее 90% от изначального. Но это все проверяется. И при открытии спора народ свои средства возвращает с Алиэкспресса без проблем. Отвлекся я от темы, коробка полностью белая. До оригинала, как до Китая. Комплект добротный кабель зарядки, неоригинальные комплектные наушники на проводе, которые безумно похожи на оригиналы и обладают даже близко не таким звучанием, хотя и почти аналогичным качеством, как оригинальные. Но оригиналами не являются. А главное, это мини-джек на самом телефоне. Вы ведь помните, что данный разъем был на iPhone 5C? Китайцы даже положили в комплект документацию оригинальный блок зарядки. Упаковано все так, чтобы не было возможности убить телефон при пересылке. Плюс не было соблазна его украсть. Допов никаких нет. Ни чехлов, ни защитных стекол. Корпус из поликарбоната. Изначальная цена 600 евро далеких 7 лет назад. Логично, цветов просто море. Царапин на экране моего телефона не было. Яркость как у нового, но по отзывам некоторым приходят телефоны с заниженной яркостью экрана. И это, разумеется, также повод открыть спор и вернуть основную часть потраченных средств. Уровень износа батареи у моего телефона, согласно программе, составил всего 1%. По центру экрана на максималках у меня желтит, но видно только в очень малом количестве программ, и то если присматриваться. По камере основная работает терпимо, как и у оригинала, как у нового. Все работает как и диктофон. Вот пример съемки с данного телефона. Фронталка в те времена была ужасна, ужасно и осталась. Пример вставлять не буду. Динамика и микрофон исправны. Оригинальное приложение YouTube не скачать, но можно скачать просто море приложух, которые его полностью копируют и берут с него весь контент. И хотя здесь стоит iOS версии 10.3.3, довольно большое количество игрушек на него не установить. Основные программы и мессенджеры установить реально. Сети телефон ловит отлично, 4G есть. Wi-Fi работает как и Bluetooth. Кнопка переключения на бесшумный режим, управление громкостью, кнопка включения, мини-джек и вспышка работают. Есть геолокация и ориентация дисплея. 4G ловит без проблем. Язык, конечно же, русский. Лагает не больше, чем и новый оригинал. Напоминаю, что это восстановленный оригинальный iPhone 5C. И у меня самая дешевая версия на 8 гигабайт. После 11 Pro Max ощущения, конечно, еще те с этим телефоном. Настройки, как и в любом iPhone, обязательно сделать сразу под себя. Обзор модели телефона, которому 6 лет, это уже перебор. Представили миру его в конце 2013 года. Но он скорее для людей, которые планируют использовать телефон как звонилку. App Store в нем доступен. Все тесты телефон пережил. Вес стандартный 133 грамма. Яркость бодрых 500 кандел. Плотность пикселей 326 dpi, которую также не назвать печальной. Для игрушек я бы его однозначно не брал, только если для малых детей. Но для моего первоклашки телефон оказался нереальной мотивацией к учебе. И да, я в курсе, что это не педагогично. 11 iOS на телефон точно никогда не поставить. Разумеется, без проблем можно делать jailbreak. По камере, экрану и производительности он проигрывает большинству мыльниц за ту же цену. Но вот надежностью, внешним видом и эргономикой у него запас покупательского спроса еще однозначно есть. Кстати, если этот обзор наберет 2000 лайков, я куплю себе еще пару восстановленных телефонов, и не обязательно марки Apple, уже дороже, так что не забываем прожать лайк за труды. А после этого телефона я реально подумываю купить себе еще один подобный, как звонилку, уже без всяких обзоров. Я уже забыл, как удобно иметь компактный смарт. И да, я из тех, кто фильмы смотрит на большом экране и не записывает голосовые сообщения, хотя здесь голосовые можно тоже записать. Я также в телефоне не планирую использовать фронтальную камеру ближайший год как минимум, а к этому времени, возможно, они еще и отомрут. Цена данной приблуды для меня была $49 вместе с доставкой. В другой валюте считаю озвучивать цену бредом. Я в рублях отдал за него с пересылкой из магазина, ссылка на который в описании к видео, 3600 рублей. Минус всякие
кэшбэке оказалось аккурат 2980. И как вы уже заметили, он всего на 8 гигабайт. Резюмирую, игрушка а-ля ретро. И пусть она 2013 года, ощущение такое, что она из 90-х. PUBG не идет, но всякие Angry Birds с простыми гоночками работать будут. Ну и конечно же на нем идут Clash of Clans и Clash Royale. Притом в них даже на таком маленьком экране играть мне понравилось. Да, и конечно же телефон подтормаживает в тяжелых приложухах прилично. Считать данный смарт пережитком времени не стоит, но и покупать, чтобы было тоже. Надеюсь, вам было интересно. Напоминаю про конкурс на канале. Подписывайтесь на канал для стримов, в группу в Телеграме. Мата и хамства на моих ресурсах нет. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.